Наверное, вы знаете, что носителям китайского языка трудно произнести звук «р». Носители японского языка путают звуки «р» и «л», путают на слух и путают, когда нужно произносить их. В некоторых индийских языках звук «р» имеет несколько вариантов, и носителям этих языков тоже тяжело произносить русский звук «р». Носители французского и немецкого языков произносят заднеязычный увулярный звук «р». Носители американского языка произносят американский «р». В общем, русский звук «р» доставляет всем много проблем. Не всем. Не всем. Многим. Что делать, чтобы правильно произносить русский звук «р»? Две техники, которые помогут вам поставить этот звук. Примеры слов, когда слова отличаются только звуками «р» и «л». А еще, что будет, если носители русского языка будут произносить звук «р» неправильно? Об этом всем в этом видео. Чтобы произнести русский звук «р», давайте вспомним звук мотора. Вот нам с вами сейчас нужно завести наш мотор. Как мы это будем делать? Вспоминайте, как произносится английский звук «д». «Д», внимание, английский. Почему именно английский? Потому что нам нужен кончик языка. Кончик языка будет бить по альвеолам. Заводите мотор, и получится русский звук «р». Второй прием. Знаете, вот это насекомое? Какой звук оно издает? Кто-то сейчас скажет звук «ж», кто-то «з». Давайте остановимся на звуке «з». А теперь возьмите ватную палочку и помешайте себе, помешайте своему языку произносить этот звук. У вас должно получиться что-то похожее на вибрацию. Именно это похожее что-то вам нужно уловить, взять, почувствовать. Вы должны почувствовать, как ваш язык делает это движение. Дальше дайте себе время, потренируйтесь еще, и у вас получится русский звук «р». Если вы путаете русский звук «р» со звуком «л» или произносите «р» неправильно, как-то задней частью языка, например, то вам нужно, как и всегда, пройти 3 этапа. Первый этап — техника звука. Нужно понять, как этот звук делается. Об этом мы поговорили минуту назад. Да? Я дала вам 2 приема, 2 способа, как можно поставить этот звук. Здесь важно понимать, это для тех, кто путает звуки «р» и «л», кто не слышит разницу или кто не может воспроизвести эту разницу. Друзья, очень важно понимать, что звук «р» и звук «л» делаются в разных местах во рту. Когда вы произносите звук «р», кончик языка касается альвеол, а когда вы произносите звук «л», кончик языка касается задней части зубов. Л, р. Когда вы произносите «р», кончик языка не трогает зубы вообще. Переходим к следующему этапу — слушать и уметь различать на слух. Слушайте и читайте одновременно слова с этими звуками, со звуком «р» и со звуком «л». Рука, лука, рот, лот, ролл, лол, рак,
лак. Ну и третий шаг, конечно же, произносить слоги, сочетания звуков и слова с этими звуками. Рекомендую начинать со слогов типа ра, ро, ру, ре, ры, дра, дро, дру, дре, дры. Эти сочетания д-р обычно облегчают произнесение, но не всем. Друзья, это, конечно, займет некоторое время, но освоить русский звук р вполне реально. Тем более, что вам не нужно рычать, когда вы его произносите. Вам не нужно произносить его по 5 секунд. Достаточно несколько ударов языком об альвеолы, и все, русский звук р уже на месте. Советую вам начинать с твердого звука р, потому что мягкий звук ре сделать чуть-чуть посложнее. Сначала нужно освоить твердый р, р, р. Вы слышите, что я не произношу р, р, р. Обратите на это внимание и не усложняйте себе жизнь. Возможно, именно из-за этого, из-за того, что вы пытаетесь roll р, у вас что-нибудь не получается. А кстати, друзья, вы знали, что русские люди тоже иногда произносят л вместо р, а иногда произносят г вместо р. Когда происходит такое отклонение от нормы, это создает определенный эффект. Первый эффект – эффект «я француз». Меня зовут Мария, и в университете я изучала программирование. Да, действительно, некоторые русские люди не произносят звук «р» чисто, да, как это принято произносить в норме. Они произносят заднеязычный «р». Дело в том, что русский звук «р» действительно трудный для произнесения, и не каждый ребенок осваивает его сразу. Иногда такой дефект речи, который называется картавость, остается с человеком до очень даже взрослого, зрелого возраста. И некоторые люди его даже не исправляют, потому что это такая изюминка, особенность произношения этого человека. Второй эффект – я ребенок. Hallo, Фая. Да, действительно, как я уже сказала, дети не сразу осваивают звук «р», и сначала у многих получается именно «л». И если вы произносите вместо «р» «л», получается такой детский лепет, детская речь. И, наконец, третий эффект – я родитель. Ну кто это у нас тут такой красивый? Радость моя. Иногда можно наблюдать, как взрослый человек, общаясь с маленьким ребенком или с каким-то милым маленьким существом, например, котенком, щенком, начинает говорить как ребенок и искажает слова. Произносит, например, «л» вместо «р». В общем, друзья, давайте правильно и красиво произносить все звуки, чтобы как минимум контролировать тот эффект, который мы создаем, то впечатление, которое мы производим. Спасибо вам за просмотр этого видео. Увидимся с вами совсем скоро в следующих видео. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях. Возможно, именно ваш вопрос мы будем разбирать на финальной онлайн-консультации, онлайн-встрече после этого блока тем. А я напоминаю, что сейчас у нас с вами блок тем, который называется «Согласные русского языка», глухие, звонкие согласные. Мы разбираем согласные в их первозданном виде. Пока не трогаем мягкие варианты. На этом все. Пока-пока.